Посмотрите, какой красивенный у нас шалфей. Вот такой вот у нас огромный куст. И как же нам с вами не сделать масло или тоник с этого божественного продукта? Вот так вот он красиво растет, цветет. И давайте мы будем из него изготовлять очень и очень полезный продукт для нашей косметики. Для того, чтобы приготовить наше масло и тоник из шалфея, нам понадобится буквально пару ингредиентов. Это сам шалфей, листики и цветочки, если они еще у вас есть и не отцвели. Масло. Я взяла оливковое холодного отжима. Если у вас нет оливкового, можете взять обыкновенное растительное масло, тоже подойдет. Крутой кипяток и 2 баночки. Ложечку я взяла для того, чтобы утрамбовать листики, и ножницы на всякий случай, если они будут тяжело рваться. Давайте возьмем вот эту баночку поменьше, потому что мне не нужно столько в общем, масла. У меня есть еще остатки из лепестков роз и с бузины. В общем, я постоянно что-то делаю. И поэтому я возьму вот эту маленькую баночку, и мы в нее сейчас будем с вами вот так вот рвать листики. Можно их помельче, как хотите. Так вот. И это все очень и очень просто. Запах у нас тут такой, друзья, не передать словами. Масло будет ароматным, полезным и питательным для нашей кожи. Так, буквально можно листиков 10-15. Когда мы рвем эти листики, они еще более душистые делаются, естественно, да? Вот, у нас огромный куст, как вы видели, то есть я могу не жалеть ни листиков, ни цветочков. Так. Масло это прекрасно хранится и будет радовать вашу кожу на протяжении долгого времени. Что еще? Вот эти заберем. Так. Все. Порвали. Давайте еще веточку отрежем, чтобы уж для красоты. Так, вот ее сюда положим. И теперь все это заливаем маслом. Заливаем так, чтобы покрыло все наши листики и цветочки. Утрамбовываем. И закрываем плотненько так вот крышечкой. И отставляем на дня 2-3. Вот смотрите, какая у нас красота получилась. Дня 2-3 мы храним это все в темном месте и периодически помешиваем. Ну, а теперь будем делать с вами туалетную воду. Делаем все точно так же, как и с маслом. Открываем баночку, бум, рвем листики и складываем их вот в эту баночку. Я делаю туалетной воды немного больше, чем масло, потому что мы с вами сделаем не только туалетную воду, но и мы с вами еще сделаем лед. Такие кубики, которые будут просто великолепны в нашу летнюю жару. Утром проснуться и протереть лицо таким льдом будет одно удовольствие. Все, рвем листики. Кипяток у нас должен быть крутой. Я немного налила воды в тот кувшинчик, где у меня было масло. И это масло также с кипятком пойдет сюда. Так что это лишним не будет.
Вот, листики мы с вами уже оборвали. И теперь заливаем все крутым кипятком. Вон как пар пошел, видите? Так. Я еще хочу для красоты взять одну вот такую вот веточку и тоже ее туда же опустить. Так. И доливаем еще кипятка. Что добру пропадать, нальем еще чуть-чуть водички. Плотненько закрываем крышечкой. И все это, две наши баночки с маслом и с тоником, мы ставим сейчас в темное прохладное место на 2-3 дня. И тогда до встречи через эти пару дней. Посмотрим, что у нас с вами получится. Спустя 3 дня наше масло из шалфея настоялось, и также наша туалетная вода тоже. И теперь мы просто-напросто должны все это разлить в наши емкости, бутылочки. Давайте сначала разольем нашу воду. Берем бутылочку, такой со спреем она у меня, видите, такая штучка здесь. Наливаем ее через... Берем леечку. Так, подвигаем. И теперь вот через это ситечко я буду наливать нашу туалетную воду. Все очень просто. Я вам уже раньше говорила, да, что мы сделаем воду такую вот в бутылочке, которую будем распылять на наше лицо. И также мы с вами сделаем лед. Все, бутылочка у нас полная. Сейчас мы это отставим. Я вам покажу, что получилось у нас. Одеваем крышечку. Так. Вот столько у меня получилось туалетной воды из шалфея. Сейчас спрысну немножко. Видите, как прекрасно все распыляется. И очень приятная получилась вода, я вам скажу. Запах чудесный. Все, это можно отложить. И теперь мы делаем с вами лед. Я тоже взяла это же самое ситечко и буду просто разливать, чтобы не попадали никакие листики у нас. Сейчас в летнее время это просто кладезь, честно вам скажу. Вот такую вот сделать утречком процедуру, взять кусочек льда и протереть лицо после умывания. Это будет просто великолепно. Вам искренне советую сделать этот рецепт. Смотрите, как у меня все здорово получилось. Прям рассчитала как будто бы специально. Но это так получилось, честно вам скажу. Вот столько льда мы имеем в будущем. Да? Сейчас я это все поставлю в морозильную камеру. И с завтрашнего дня начну великолепную процедуру, омолаживающую процедуру умывания вот этим льдом. Теперь разливаем наше масло из шалфея. Это отставляем в сторону. Берем бутылочку любую, чистую. Главное, чтобы все было чистенькое. Открываем наше масло душистое. И теперь точно по такой же схеме, только я возьму побольше леечку, мы будем с вами аккуратненько выливать масло. Вот. Его будет не так много, потому что у меня есть еще остатки масла из лепестков роз, из моркови. Я постоянно что-то делаю. Так. Сейчас возьмем лопаточку и немножко поможем. Так, можно немножко так прижать, подавить, чтобы
каждый лепесточек отдал настоявшееся наше маслице. Вы знаете, что шалфей обладает множеством лечебных свойств. Он применяется как в медицине, так и в косметологии. Поэтому не бойтесь, делайте. Обязательно сделайте, конечно, тест. Но я не думаю, что у кого-то будет аллергия на это маслице. То же самое проделываем с остатками. Довольно-таки много у меня получилось. Я почему-то думала, что будет меньше. Но хорошего масла косметического не бывает много, правда? Так. Я обычно, когда делаю масла, обязательно делюсь со своими подружками, с мамой. Так что у всех есть немного в запасе. Ну что, пожалуй, хватит. Я отставляю эту лейку и баночку. И вот столько у нас получилось этого прекрасного масла. Немножко у меня тут вылилось. Смотрите, как я наношу на руку. Великолепное. Запах чудесный. И это масло мы можем с вами использовать как самое обыкновенное косметическое масло. Для масок можем добавлять по 10 капель, да, или же можно делать массаж, вот как я сейчас делаю с помощью этого масла. Также, если вы делаете йогу для лица, как я это делаю, то тоже обязательно перед йогой я делаю такой легкий массаж лица и обязательно использую свои косметические масла. Дорогие мои, все свойства о нашей туалетной воде и масле из шалфея, а также об этом прекрасном ледяном счастье, я обязательно все напишу и оставлю под этим видео. Спасибо, что сегодня были вместе со мной. Экспериментируйте, не бойтесь делать косметику в домашних условиях. Она гораздо более полезна, чем магазинная, потому что мы сюда в нее не добавляем никакие консерванты. И, конечно же, вода должна стоять у нас в холодильнике. Ну, а масло можно держать при комнатной температуре, с ним ничего не будет. Лед, соответственно, будет у нас лежать в морозильной камере, и мы его будем доставать каждое утро по одному кубику. Дорогие мои, всех вас обняла. Будьте все здоровы, молоды и красивы. Мира вам и добра. И до новых встреч, до новых полезных косметических рецептов, которые мы с вами делаем дома.